Всем привет, с вами Парикрип. И сегодня у нас опять Виктория, опять Швейцария. Ну и по традиции напомню вам, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал, если вы еще этого не сделали. И, конечно же, написали комментарий. Ну как без этого-то. Сажаем войска в кораблики, плывем в Южную Америку, обратно в регионы, которые мы забрали у Чили. И объявляем Чили войну на завоевание. Все союзники принимают? Отлично. Быстро и оперативно все захватили. Теперь Чили не существует. Берем хорошую школьную систему. И у нас все отлично. Объявляем войну с Сокото за Нигерию. И спокойненько, быстренько захватываем. Добавить цель не можем, потому что еще не захватили ни один регион. И заканчиваем всего лишь с одним регионом. Я просто не знаю, сколько у меня еще шовинистов. Но в принципе это уже и не важно. Война закончена в мою пользу, и это просто прекрасно. Мы отхватили какой-то кусочек Африки, что не может не радовать. Хотя самое веселье еще впереди. Самая приятная для распилова страна, это, конечно же, Китайская империя с огромным количеством населения и с огромными сырьевыми ресурсами. О, объединилась Италия, и теперь мы с Италией союзники. При том, что сейчас Италия должна вырваться в великие державы, то есть у нас останется выбор. Либо Франция, либо Италия. Что крайне неприятно, потому что не хочется терять столь сильных союзников, которые могли бы помочь нам в нашу сложную ситуацию. Потому что сейчас мы на распутье. Либо идти в Азию, что в принципе достаточно проблематично из-за присутствия Великобритании в этом регионе, либо идти в Южную Америку, что проблематично из-за США. И, как говорится, на какой стул сядешь, на какой мать посадишь. А вот я не уверен, на какой сам сяду. Думаю, на тот, который принесет меньше боли. И мороки, конечно же. При этом стоит улучшать отношения, потому что сейчас мы можем в любой момент где-нибудь бубухнуть, большое напряжение и так далее и тому подобное. И если грянет кризис международный, то, по крайней мере, мы сможем без труда переманить на свою сторону большинство великих держав. Ну или просто кризис провалится из-за международной апатии, что вообще супер приятно. Поэтому спокойно и непринужденно тратим все наши дипломатические очки на улучшение отношений с Великобританией и США. Хотя США, даже если у нас будут хорошие отношения, вероятнее всего вступится за Чили в этом кризисе, потому что это как бы затрагивает ее интересы. В вновь приобретенных регионах строим морские базы, а если они уже там есть, то мы их просто-напросто расширяем. Наш верный союзник крайне отстает по очкам от Великобритании. Не знаю, с чем это связано. Нет даже идей. Я точно уверен, что это связано не со мной и не с бесполезными войнами, которые развязывал я, которые развязывали Северогерманский союз, которые развязывали сама Франция. И я 100% уверен, что это не из-за этого. Очередное восстание каких-то тупорылых якобинцев, которые нам явно не нравятся. Ой-ой-ой-ой-ой, надоели они мне. Все восстают и восстают. Вот что им от меня надо? Я обычный тоталитарный правитель, который не хочет видеть никаких повстанцев на своих улицах. Что же они все восстают и восстают? Эх, бесчувственные люди не могут подумать о моих интересах, не могут подумать о том, чего хочу я. Нельзя так делать, нельзя.
У нас появился еще один национальный приоритет, и я даже не знаю, куда его потратить, если быть честным. Стоит его кинуть куда-нибудь на чиновников? Думаю, стоит. Но вот куда? Наверное, в Уругвай какой-нибудь. Или даже... неплохо. Тут уже достаточно большой контингент швейцарцев предложен. Может быть ассимиляция, может быть естественный прирост, потому что естественный прирост вроде бы как он приносит только швейцарцев, то есть рождаются в нашей стране то уже швейцарцы. Почему-то мои капиталисты решают вкладывать деньги в бесполезное производство, точнее в расширение сталелитейной фабрики, когда сталелитейная фабрика явно уходит сейчас в большие минуса. И вот мы вошли в достаточно неприятное время, достаточно неинтересное, нудное, где все сидят, никто ни с кем не воюет, даже можно здесь посмотреть. Ведущихся войн нету, оправданий войны нету, ничего вообще нету. И повоевать в принципе уже ни с кем нельзя, ведь все азиатские миноры у нас под Британской империей, все южноамериканские миноры обзавелись достаточно сильными союзниками и также попали в сферу либо Великобритании, либо США, что достаточно неприятно, ведь с ними воевать, мы явно не сможем. Хотя можно было бы попробовать повоевать с Британской империей, но тут стоит союзников как бы есть Австрия. Австрия сейчас сильнее, чем Италия. И Великобритания, собственно, сильнее, чем Франция. А именно эти две силы являются основополагающими моей уверенности в победе над Великобританией. Или в данном случае неуверенности победы над Великобританией. У нас кризис. Скандинавия решила поддержать Польшу. В ее защиту также выступил Северогерманский союз. Думаю, Великобритания примет сторону Российской империи, Франция тоже достаточно склоняется. И все оставшиеся три державы склоняются уже к выбору Российской империи. Но это пока что. Пока не случилось еще чего-нибудь. Допустим, какая-нибудь Франция первая выберет Российскую империю, и при этом у Великобритании поменяются очки, потому что, вероятнее всего, Великобритания... Нет, все равно. По политическим соображениям, то есть основным своим геополитическим соперником, вероятнее всего, должна была считать Францию. Но, видимо, она так не считает. Так же, как и Австрия. Не считает, что Франция это главный геополитический противник Австрии. Это уже их дело. И кризис закончился белым миром. Потому что Скандинавия и Северогерманский союз явно не потянули бы Россию, Австрию, Францию и Великобританию вместе взятых. Слишком уж сильны эти страны. А вот Россия при должной сноровке и подготовке смогла бы потянуть Северогерманский союз, Австрию, Скандинавию, Францию, Японию, так еще и Китайскую империю. Китайскую империю, потому что она цивилизованной быстро не становится. Еще одно восстание, опять мы его давим, и думаю, на этом пора заканчивать. Хватит на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Самый интересный комментарий появится в следующем видосе. Всем до скорых встреч.